Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Может, Конкорд специально выпустили таким никому не нужным, чтобы на его фоне прекрасная Астробот стала таки божественной? Новый платформер успел поголовно завоевать сердечки игровых журналистов. После спада эмбарго одна за другой посыпались оценки в 10 из 10. Общий балл на Metacritic составил 94 балла. Критикам нравится все. Балдежный геймплей, дизайн уровней, идеальная продолжительность и, конечно, фан-сервис. Игру описывают как остроумный кивок в сторону истории PlayStation и одновременно как демонстрацию истинной мощи PS5. Кто-то пишет: не могу вспомнить хотя бы секунду, когда бы мне хотелось что-то в игре изменить, упростить или улучшить. Идеально! Астробот — это лучший трехмерный платформер со времен Super Mario Odyssey 2017, который определенно станет классикой жанра. Релиз игры состоится уже сегодня, исключительно на консоли PlayStation 5. Прессе позволили развязать языки и касательно Test Drive Unlimited Solar Crown. Но в то время как Астробот поют дифирамбы, солярка вызвала у рецензентов, некоторые вопросы. В обзорах пишут, что впечатляющий открытый мир страдает от недостатка деталей. Сильно хромает техническая часть, коей без патчей не обойтись, а привязка к интернету лишает тебя удобств вроде перезапуска заезда. Ну а так, графон хорош, тачки водить приятно и контента на острове вроде как хватает, но никаких инноваций. Одним словом, фанаты найдут чем себя развлечь, но проходку в первый класс игра не получит. Solar Crown далека от идеала, но вполне приятно, если фреймрейт сильно не упадет, и достойно внимания. Игроки в Steam жалуются, что не удается присоединиться к серверам и требуют введения в игру офлайн режима, отчего оценки игры держатся на уровне смешанных. Пока что она находится в раннем доступе. Полноценный релиз Test Drive Unlimited Solar Crown состоится 12 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Хит ушедшего сезона, который, впрочем, весьма неохотно отдает свои позиции в чартах, Black Myth: Wukong не разочаровала издателя, и посему глава Hero Games Дэниел Ву в интервью изданию Bloomberg поведал, что разработчики уже трудятся над неким крупным дополнением. Если обратиться к инсайдерам, нас ждет 2 DLC, в которых появится Будда, я так понимаю, непосредственно Шакьямуни, Нефритовый Император и Неджа. Официально же подробности не раскрываются, разве что обещают, что от Доны не придется ждать 6 лет. Wukong доступна на ПК и PlayStation 5, на Xbox Series игра выйдет попозже. Hogwarts Legacy сорвала банк для конгломерата Warner Bros. Discovery и обеспечила отличные финансовые показатели на начало 2023-го, и вместе с тем завышенные ожидания от 2024-го, из-за чего катастрофа Suicide Squad ударила по компании куда больнее, чем могла бы. Если коровка приносит денежку, можно подоить ее еще. Поэтому финдиректор Warner'ов объявил, что разработка Hogwarts Legacy 2 находится у них в приоритете. Это, конечно, пока еще не анонс, да и по словам самого финансового директора, в ближайшие несколько лет выпуска сиквела ждать не стоит, но когда-нибудь в будущем его вполне можно дождаться. Насколько эротично, по-вашему, Bayonetta? А по каким критериям вы это определяете? Вот Ева Шу разработала собственную методологию, провела глубокий анализ в поисках ответа на вопрос, что есть пошлость и что есть эротизм, и рассмотрела несколько известных героинь видеоигр через призму полученных знаний. За это Ева награждается почетной косарямбой, а ее блог — титулом лучшего блога недели. Рекомендую ознакомиться по ссылке в описании. Притязание на звание самой залипательной игры года Баллатора предъявила чуть ли уже не на старте, и если вы думали, как же было бы прекрасно, если бы я мог играть в эту невероятную игру, где бы я ни находился, то вот как бы мечты сбываются, и Баллатора отправляется на мобилки. Это будет полноценная версия, единственным отличием которой станет подогнанный под сенсорные экраны интерфейс. Доступна игра будет на iOS и Android. Цена вопроса $10, а выйдет мобильная версия 26 сентября.
Ну, если вам ближе история, нежели около покера, вас, вероятно, порадует анонс мобильной версии Empire Total War. Пока не сообщается, перенесут ли на смартфоны весь контент целиком, но с предыдущими играми серии в этом плане вроде как все было в порядке. Игра получит обновленное управление и интерфейс, а также улучшенную графику и геймплей. Выйдет мобильная Empire когда-то осенью. Второй сезон Arcane обзавелся первым полноценным официальным трейлером, в котором уже можно заценить свежий саундтрек, но синопсис создатели до сих пор не палят. В то же время Riot Games сообщает, что на втором сезоне сюжетная арка Arcane завершится, как и конкретно этот сериал. Однако в мире Рунтеры осталось полно места для других историй, а потому сотрудничество с анимационной студией Fartiche продолжится. Второй сезон Arcane стартует в ноябре. Творческий руководитель недавно вышедшей Star Wars Outlaws Джулиан Герити взглянул на оценки на Metacritic и OpenCritic и говорит такой: ну чё-то я как-то немного разочарован. Игра получила всего 76 баллов, что вместе с низкими продажами на старте и спадом интереса игроков к X-Defiant привело к резкому падению акций Ubisoft. Герити продолжает, дескать, признания критиков и прессы нам, конечно, важны, но зато хотя бы игроки прониклись тем, что мы выпустили. Мне так приятно видеть все эти кадры и видео, которыми делятся в соцсетях. Это отличное доказательство того, что эта игра отличается от прочих релизов по мотивам Star Wars. Ну, это он еще обзор Васи Гальперова не видел. А вы-то, кстати, уже посмотрели? Если нет, бегом на наш сайт. Специально вам тут ссылочку даже оставил. Приятного ознакомления и отличных вам выходных!